Друзья, всем привет! Сегодня я вам покажу, как раскроить вот такие шикарные юбки для свадебного или вечернего платья, юбки со складками и со шлейфом. Я вам буду показывать все в масштабе, я вам расскажу, какой расход материалов на такую юбку и подробно покажу, как все это можно создать. Вот у меня есть такой маленький манекенчик, на нем я вам все покажу. Смотрите, я сделала сантиметровую ленточку в масштабе, подходящем для этого манекена. Вот у меня значение 150, но это как бы моя сантиметровая лента. Вот, смотрите, сначала мы измеряем обхват талии. Так. Обхват талии у нас 70 сантиметров. Записываем. Это первая мерка, которая нам нужна для пошива такой юбки. Обхват талии 70 сантиметров. Далее, вторая мерка. Это мерка длины от линии талии до пола. Ваша клиентка находится в обуви, на каблуках. Измеряем полное значение. У меня здесь 110 длина юбки, но обычно это 116-120. Я записала длину. Радиус для талии юбки солнца вычисляется таким образом. Обхват талии делится на 2 и делится на 3,14. У нас талия 70, значит мы 70 делим на 2 и делим на 3,14. И у нас получается 11,2 сантиметра. 11,2 сантиметра. Это простое солнце. А у нас с вами солнце со складками. То есть мы должны вот это значение 11,2 сантиметра умножить на 3. 3 это наши складки. И у нас получается 33 сантиметра радиус талии для данной юбочки. Длина у нас здесь 110 и радиус 33. Покажу вам раскрой таких юбок из ширины ткани 1,5 метра. Вот наша ткань условно 1,5 метровой ширины. Длины нам нужно с вами 7 метров. Складываем нашу ткань пополам, вдвое. Уравниваем срезы. Так, здесь у нас сгиб, здесь у нас вперед будет. Итак, берем наше значение радиуса и откладываем его от угла. У нас значение 33. Я откладываю с помощью своей масштабной ленточки. Так, радиус у нас есть. Теперь мы проводим длину от талии вниз. Отмечаем длину 110. Вот у нас сгиб переда. Сейчас мы поставим отметку 110 от талии. И также по всему периметру от талии продвигаемся к другой стороне ткани. И у нас везде значение одинаковое, 110. Теперь переходим на вот этот уголочек. Здесь у нас спинка. Также это же значение, радиус талии, мы откладываем вот от этого уголочка. Итак, прикладываем к уголочку нашу сантиметровую ленту и ставим 33. Проводим радиус. Так, теперь это наш бочок. Здесь у нас 110. От талии отмерили 110. А здесь у нас шлейф. Здесь у нас будет уже не 110. Здесь мы можем сделать 1,90 м, 2, 2,10, 2,20, 2,5. То есть смотря какая у вас длина ткани. У меня получается из 7-метровой ткани при моих мерках, которые я
замерила. Получается шлейф длиной 2 метра 10 сантиметров. Теперь нам нужно очертить красивый круг. Для этого мы измеряем самую длинную сторону, которая у нас получилась. Это 143 сантиметра. От конца шлейфа я отмечаю 143. И вот от этой точки, которую я поставила карандашом, вот от этой точки мы делаем радиус 143. По-другому вы просто не очертите красиво круг. Только вот таким способом. Так, сравнялась у нас длина с линией бока. И теперь мы выводим вот этот полукруг, выводим на вот эту прямую с линией бока. Вот так просто мы с вами раскроили полностью сложную юбку. Вот это у нас бочок, здесь шлейф, здесь центр переда и тут бок. Выкраиваем детали юбки. Готово. Вот в разворот, деталь переда и 2 детали спинки со шлейфом. Вот так это выглядит. Теперь мне осталось сшить детали между собой. И дальше я вам покажу наши действия. Итак, я сшила детали юбки. Оставила небольшой участок под молнию. Далее закладывать складки мы будем на манекене. Находим центр переда, подкалываем его на линию талии на манекене к центру переда по талии. Находим бок. Также соединяем точно с линией бока на манекене. Центр спинки. Также подкалываем. Также поступаем со второй половиной юбки. Подкалываем ее по спинке, по боку. Вот сюда. Так. И теперь закладывать складки мы будем с вами на весу. Значит, как вы их закладывать будете, это уже по модели или исходя из вашего вкуса, заданной задачи. То есть вот у меня будет по переду 3 складки. Впереди бантовая, потом еще одна и складка, которая идет к боку. То есть вот так вот я закладываю. Здесь, конечно, в масштабе очень сложно что-то понять. Вот. Ну, я думаю, что принцип вам понятен. Вот на весу мы все это делаем, смотрим. Сильно мелкие складочки не закладывайте, это будет некрасиво. Складка должна быть довольно крупная. Вот. Молнию желательно спрятать в складочках, чтобы она не сильно выделялась. Сначала набираете одну сторону, смотрите, и потом уже вторую делаете симметричную. Вот так в масштабе я вам все показала. Я надеюсь, все понятно. Конечно, такие юбочки обязательно должны лежать на подъюбниках, чтобы они имели форму. Обязательно тканевый подъюбник с рюшами и кринолин с кольцами. И тогда у вас будет юбка иметь роскошный, пышный, дорогой вид. Друзья, если вам был полезен этот мастер-класс, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии, подписывайтесь на канал. Я вам желаю легкого кроя и шитья.